Здравствуйте, уважаемые зрители! Продолжаю вас знакомить с ситуацией, что происходит на трассе Ханкинди-Лачин. Вот последняя информация, что Рубен Варданян готовит на воскресенье. Так, азербайджанские активисты уже 12 дней, 12 дней протестуют на дороге Лачин-Ханкинди против незаконной эксплуатации армянами месторождения золота и меди. Сейчас уже еще к азербайджанцам потянулось около 100 активистов, представляющих различные организации. В то же время были созданы условия для проезда в Ханкинди еще нескольких машин снабжения, принадлежащих российским миротворческим силам. Вот, акция экоактивистов продолжается, видите на фотографию. Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, объявил себя государственным министром незаконного образования в Ханкинди и заявил, что в зоне ответственности миротворцев сложилась очень сложная ситуация. Видите, сам Варданян признался уже, он не знает, как выкрутиться с этой ситуации. По его словам, беспокойство среди карабахских армян усиливается с каждым часом. Ну, так я говорю, скоро месяц, там уже и голод наступит, начнут умирать карабахские армяне. Мы потихоньку все налаживаем, он успокаивает армян. Добьемся цели, которую поставили на воскресенье, заверил Варданян. Он, правда, не уточнил, о какой цели идет речь. Что-то готовит Варданян, правильно, вопросительный знак, замышляет. Отметим, что участники акции на дороге заявляют, что готовы создать условия для проезда гражданских автомобилей и гуманитарных грузов. Однако сепаратистский режим Ханкинди лично Варданян не позволяет гражданским лицам передвигаться по дороге. И вот сейчас я вам покажу фотографии еще как раз. Активисты на дороге Ханкинди-Лачин демонстрируют стойкость духа и решимость. Вот азербайджанцы стоят с флагами Азербайджана, с плакатами. Так, несмотря на суровые погодные условия на дороге Ханкинди-Лачин продолжается акция протеста против незаконной разработки месторождений в Карабахе. Участники мирной акции протеста скандируют лозунги: Азербайджан – хозяин своих недр, конец экологическим преступлениям, стоп экотеррору, берегите природу. Все. Так, принимающие участие уже 12-й день в мирной акции протеста экоактивисты представили гражданского представителя, гражданского общества, студенты демонстрируют стойкость духа и решимость. Правильно, молодцы азербайджанцы, надо держаться. Сколько возможно. Правда, зима, холодно, но надо все равно доказать, кто там хозяин на этой дороге. И вот сейчас даже пресс-атташе, или как называют, пресс-алкаше Захарова заявила, блокада Лачинского коридора должна быть прекращена. Вот на фотографии Захарова, она представитель МИД России, подчеркнула необходимость прекращения блокады Лачинского коридора. А что она туда лезет, я не понимаю. Это территория вообще Азербайджана, причем там Россия, вообще она, причем вот здесь в этом районе между Арменией и Азербайджаном, это пресс-алкаше Захарова, я не понимаю. Вот это мне объясните. Вот это точно, почему вот именно конкретно эти россияне туда хотят залезть. Так, официальный представитель Захарова подчеркнула, необходимо срочно разблокировки Лачинского коридора. Позиция уже была нам озвучена на брифингах в ходе тематического заседания Совбеза ООН, которое вчера произошло. Блокада коридора должна быть прекращена. Необходимо также урегулировать разногласия по вопросу разработки рудных месторождений региона, сказала Захарова. Она уже лезет даже в разработки золотодобычи, ее заинтересовало. Отметила, что Министерство обороны России и команда российского контингента продолжают работать над деэскалацией обстановки. В общем, она заявляет, что благодаря российским миротворцам была возобновлена подача газа. Причем здесь миротворцы и подача газа в Карабах? Непонятно вообще. Восстановление движения автотранспорта, гуманитарного назначения, включая машины скорой помощи. Так, мы рассчитываем на разрешение ситуации в ближайшее время. Призываем стороны строго поддерживать свои обязательства, в общем, в соответствии с заявлением лидеров, сказала Захарова. Так, ну вот последние новости. Азербайджанцы никого не слушают. Сегодня ночью заблокировали конкретно дорогу даже российских миротворцев
не стали пропускать. О, это уже серьезная заявка на победу. Азербайджанцы заблокировали российскую военную колонну в Лачинском коридоре. Я вам скину ролик, сами посмотрите. Там проезжали российские миротворцы на этих своих ЗИЛах или автомобилях, и азербайджанцы встали и говорят: все, мы вас не пропустим. Азербайджанцы заблокировали движение колонны российских миротворцев в этом коридоре и заставили россиян развернуть технику. Вот это да, это нормально. И там видеозапись как раз есть с фрагментом блокировки этой колонны. На записи русский военный на русском языке просит у людей, ну, азербайджанцев, разрешить им проехать, типа. Однако ему никто, не то что не отвечает, они сказали: все, пошел вон, это территория Азербайджана. В общем, вот такие новости. Я вам дам ссылку, сами посмотрите. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.